Всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. И сегодня тот самый день, когда я уезжаю в отпуск. Но вылет у меня вечером, и вместо того, чтобы собирать чемоданы, я нахожусь почему-то на работе и снимаю для вас видео. На самом деле, вчера я получил в транспортные компании, теперь уже не называем имен, потому что закон о рекламе, одну интересную посылку, которую я ожидал почти 2 месяца. Не то чтобы она 2 месяца ехала, просто я отправил образцы деталей в регион России, там их отрисовали, заказали материал, изготовили такие же и прислали мне. И сегодня я хочу воспользоваться тем временем, пока я здесь, поистине драгоценным для меня временем, потому что дел у меня всегда много, даже когда я полностью отдаю все клиентские мотоциклы, как сейчас. В мастерской, конечно, в такие периоды грустновато. И сегодня мы будем разговаривать о коробке передач на BMW K1600 GTL. Тема вообще достаточно скользкая, потому что, в принципе, большинство, как и я, считает, что эти коробки очень надежные и особо не ломаются. И действительно, есть куча примеров с пробегами там 100, 150, 200 тысяч километров, когда эти коробки не нужно было ремонтировать или менять. Как правило, она ходит дольше, чем двигатель, который тоже очень надежный, за исключением пары особенностей. Но бывает такое, что эта коробка выходит из строя. Я разобрал сам 2 гантели и обе коробки продал. Плюсом менял еще людям коробки, которые люди покупали на других разборках. А в начале этого сезона на один из мотоциклов, который, кстати, мелькал в моих видео, также понадобилась коробка. Проблема, с которой сталкиваюсь конкретно я, в основном, это пропавшая 6-я передача. Когда начали искать бэушную коробку, выяснилось, что на дорестовый мотоцикл найти ее нельзя. То есть на рынке на тот момент их не было. Потом у кого-то появился мотоцикл такой в разборе, и за коробку объявили то ли 160, то ли 140 тысяч рублей. А когда я их продавал по 80, народ орал дорого. Я все время держал в голове, что у меня есть 2 убитых коробки от Гантель, которые валяются у меня уже, в общем, довольно давно. Я пытался их даже за недорого выставлять на продажу. Ну, совсем за недорого, типа тысяч там по 15. А в принципе в них неисправно только 2 детали по факту. Но, к сожалению, они оказывались не востребованы. Потому что, видимо, мало кто связывается с их ремонтом, а если и связывается, то, по всей видимости, ломается в них одно и то же. В общем, снимаешь ты такую коробку и видишь следующую картину. Одна из 3 вилок очень сильно изношена с одной стороны, а также очень сильно изношена муфта, которую эта вилка перемещает. Все остальное в этой коробке, как правило, визуально в хорошем состоянии. И если вилку, в принципе, спокойно можно купить оригинальную, как новая запчасть, в принципе, есть технологии, когда их восстанавливают, хотя если она есть за вменяемый ценник, то можно ее, в принципе, и купить, ничего такого. Что я, в принципе, и сделал, я сейчас нашел вилки без особых сложностей. Да, они, может быть, не супер дешевые, хотя как повезет. То со 2-й деталью, которая упилена, есть проблема. Она продается только в сборе с одним из 2 валов, на которые, собственно, набираются все шестеренки и муфты. И стоит она очень взрослых денег. Прям взрослых денег. Тут получается проблема, что стоимость этого одного вала из Германии, его еще запаришься ждать, еще не факт, что он вообще приедет, она равняется примерно там 150 тысяч рублей, было пару лет назад. Я сейчас даже не смотрел. И эту муфту ты по-другому никак купить просто не можешь. Собственно, именно по этой причине у меня и возникла идея попробовать наладить изготовление этих самых муфт, чтобы можно было эти коробки как-то ремонтировать. Еще буквально недавно ездил я на ВДНХ и общался с гантелеводами, есть там чатик, из которого я, правда, давно вышел. И они мне сказали, что у них также иногда бывают проблемы со 2-й передачей. Ну, 2-я передача
передача, в принципе, у многих мотоциклов часто является проблемой, но я с этим не сталкивался. Может быть, мне просто так везло, что мне все время попадались мотоциклы с шестой. И вот, наконец-то, мне приехала партия из 5 муфт, которые изготовлены в России по образу и подобию оригинала. Я отправлял людям вилку, отправлял людям образец изношенной муфты, а также другую муфту, с которой можно снять ширину заводскую под эту вилку, чтобы выставить правильный зазор. Также внутреннюю часть со шлицами, по которой она работает. То есть полностью все детали, которые необходимо измерить для того, чтобы создать 3D-модель этой детальки. Далее закупить материал. Далее отдать это все в токарку, выточить какие-то базовые заготовки. После этого отдать во фрезеровку, в закалку, цементацию и так далее. И в самом конце процедуры нарезать эти самые внутренние шлицы на электроэрозионном станке. Процедура, как мне обещали, должна была занять 2 недели, но, к большому сожалению, она заняла больше месяца, и именно поэтому я снимаю это видео в самый последний день перед своим отъездом. Спасибо транспортной компании, она быстро доставила, потому что я уж думал, что раньше 2024 года даже в руках эти муфты не подержу, хотя денег за их изготовление я заплатил. Стоит еще обратить внимание на такой вопрос. А почему вся эта петрушка вообще происходит? Вот у меня в руках вал, который, собственно, содержит в себе эту проблемную муфту. Он разбирается довольно интересным образом. Коробки старого образца, дорестайловые, они собраны на так называемых сухарях. А коробки нового образца, если не ошибаюсь, начиная с 2016 года, начиная с рестайла, уже запрессованы шестерни. Их сложнее разбирать, но считается, что они надежнее. Хотя у них есть свои отзывные, свои проблемы. Плюсом коробка нового образца, если она с задней передачей, я просто не пробовал ставить ее на старые мотоциклы. Проблема, о которой мы сейчас говорим, в основном на старых мотоциклах проявляется. Причем независимо, это там какой-нибудь 2011-2012, у которого коробка изначально гремит просто, как будто в нее болтов насыпали. Особенно там при переходных режимах, когда ручку закрываешь, открываешь. Если что, это нормальный звук. Мне постоянно звонят, спрашивают. Также, начиная примерно с 13-14 года, эта коробка была допилена, и таких страшных звуков в ней не стало. Это вот привет любителям говорить, что в этих мотоциклах, в дорестовых в целом нету особо никакой разницы. Разница есть. Много мелочей, они отличаются, тем не менее надежность плюс-минус примерно одинаковая. Ситуация в чем? Получается, что вот этот вот весь набор, который установлен на валу, он в конечном итоге так или иначе фиксируется вот такой вот обоймой подшипника, которая на вал просто запрессовывается. Это подшипник, ответная часть которого уже стоит в картере двигателя. То есть, когда ты вынимаешь коробку, он остается там, он стопором зафиксирован. Когда я собирал мотор на гантелю, кстати, мотор с пробегом 6000 километров у меня до сих пор лежит и продается. С мотоцикла, по-моему, 2019 или 2020 года. Вот именно тот, который я собирал по ссылочке в этом видео. Поэтому, если вам надо, даже когда я буду в отпуске, у меня здесь будет человек, вы можете мне написать, контакты свои я всегда оставляю, там ссылки на соцсети и так далее. И я всегда могу организовать или отправку, или чтобы вам его здесь передали. Так что, если что, имейте в виду, если кому-то понадобится. Так вот. Вот этот вот самый подшипник, а точнее его обойма, она, видимо, от определенных режимов езды или еще от чего-то, она начинает немного съезжать в бок в сторону корзины сцепления. И именно эта фигня является причиной того, что вилка начинает слишком сильно давить на муфту и ее упиливает. То есть с качеством изготовления вилки и муфты все в порядке. Они могут ходить, если вот этого вот не произошло, очень-очень долго, прям безумно долго. Но определенный стиль езды, к сожалению, убивает это дело. У меня рекорд был, что человек, по-моему, на 28 тысячах километров на мотоцикле 2015 года,
попал на коробку. Тем не менее, я на своем 2015 года проехал 38, вот у меня он был прямо с 284 километров и до вот 38 с копейками. Потом я его продал человеку, вот недавно ко мне мой мотоцикл приезжал на пробеге где-то 43, и все у него в общем прекрасно. Хотя сказать, что я жалел этот мотоцикл, нельзя. То есть это было не так. Если кто-то считает, что я сдуваю с мотоциклов пылинки, нет. В общем, у восстановления, которое я предлагаю, есть по сути два шага. Первое – это переборка вала и замена муфты, которые мы научились изготавливать. Я сейчас соберу одну коробку, у меня уже на нее есть желающий, который и заберет у нас ее на обмен. Короче, первое – это заменить изношенные детали, а второе – это придумать какую-то фиксацию вот этой вот самой обоймы подшипника. Здесь есть одна проблема, что я не могу придумать нормальный способ ее фиксации. Как один из вариантов, это около подшипника сделать выточку под стопорное кольцо. Но у меня нет уверенности и нету сейчас возможности проверять вообще, как это там стопорное кольцо пройдет, не пройдет по допускам. Также такой выточкой мы создадим излишнюю концентрацию напряжений на валу и получим большой риск, что он может просто обломиться пополам. У каких-то мотоциклов старых, кстати, вал ломался и без этого. То есть место концентрации напряжений штука опасная, особенно когда вал каленый и он реально очень твердый. Собственно, какая-либо сварка здесь не очень-то допустима. Конечно, там, как говорят разные известные личности, в любой непонятной ситуации приваривай подшипник, но нет, это немного не то. Здесь я бы рисковать не стал. Так вот, самой на самом деле нормальной идеей, которая у меня пришла, это посадить эту обойму просто на клей для подшипников. Вот, немного ее погреть, но прям нежно, чтобы ничего не отпустить, чтобы она легче зашла и чтобы появился какой-то зазор. Может быть, сделать в основании пару лысок для того, чтобы этот клей мог там где-то в зазорах остаться. Я еще подумаю. Ну, в общем, сегодня я, по сути, приехал на работу только для двух вещей. Для того, чтобы заняться этой коробкой или двумя, и для того, чтобы навести здесь немножко порядок, распечатать еще пару бумажек в поездку и, собственно, полностью подготовиться, вечером сегодня собрать чемоданы и уехать наконец-то в долгожданный отпуск. Потому что переутомление, которое достигло у меня уже достаточно серьезной стадии, оно уже никуда не девается и игнорировать его уже не получается. В этом году я нарушил практику, которую несколько лет назад решил задать себе за эталон. Я решил, что мне нужно ездить в отпуск раз в 2 месяца, причем в идеале за границу. Вот. Но, к сожалению, в этом году, как и в конце прошлого, все пошло не так. Получилось, что я довольно долго в принципе жил за границей, а отсюда довольно долго никуда не выезжал, потому что был полностью погружен в работу, в то, чтобы максимум успеть здесь пока сезон. Напоминаю, что я создал собственный курс по самостоятельному обслуживанию макси-скутеров BMW C650 GT, Suzuki Skywave 400 и Suzuki Skywave 650. Курс по C650 GT уже в продаже. Курсы по Skyway чуть-чуть позже. В зависимости от того, какой курс вам интересен, вы можете мне написать, задать любые свои вопросы. Я с удовольствием вам помогу, подскажу, скажу, что будет содержаться, что не будет, как это все будет работать, потому что, насколько я понимаю, раньше таких продуктов в СНГ еще особо сильно никто не делал. Ну, либо делал, но я об этом не знаю. А с вами сегодня был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Если вам понравилось сегодняшнее видео, вы знаете, что нужно делать. Лайки, комментарии, чай, печеньки. Обязательно колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных видео. Их будет еще очень-очень много.
Не забывайте, что ваша активность для меня очень важна, потому что именно она мотивирует меня делать все, что я делаю сейчас. А делаю я это для вас. Всем пока!